НАСА только что обнаружила жизнь на Марсе. Что с этим происходит? Дэвид Гинспун, мой астробиолог, на всю страну прямо здесь, в штабе НАСА. Скажите, что вообще происходит? Ну, если говорить откровенно, если мы скажем, что НАСА только нашла жизнь на Марсе, мы рискуем сказать слишком многое и выйти за рамки осторожности. Это не жизнь на Марсе сегодня. Речь идет о возможной жизни миллиарды лет назад. Но то, что действительно волнует, состоит в том, что здесь, судя по всему, мы имеем лучшие за всю историю доказательства того, что на Марсе могла быть жизнь, и что именно она могла объяснить наблюдаемое. И речь идет о камне, который зовут Чаева Фоллс. Когда на него посмотришь, видны странные пятна, которые назвали леопардовыми пятнами, потому что они выглядят именно так. Затем научные группы решили подойти ближе и с помощью аналитических приборов узнать, из какого материала состоят эти пятна. Оказалось, что это железистые минералы, такие как виквианит и грегит, встречающиеся на Земле, и где их находят на Земле, обычно связаны с микроорганизмами, поджимающими органическую материю. А затем они исследовали сам этот участок и нашли там органику. Так что органика есть. Углеродистые соединения и прочие молекулы, и вместе с этими минералами, которые на Земле ассоциируются с использованием энергии микроорганизмами, возникает вопрос. Это остатки того, как жизнь жила до того, как обед был переварен. Это как бы то, что остается после трапезы микробов, так называемая микробная выпучка. Это то, что вы в шутку можете назвать следами переработки пищи. Да, это то, что выделяют после поедания микробами. Можно ли сказать, что здесь органика – это условие существования жизни, а не ее доказательство? Это означает, что органика сама по себе не говорит, что здесь была жизнь, но она все равно привлекает внимание. Выбрасывая такие сигналы, ученые понимают, что органика может быть признаком того, что в сочетании с возможными биогенными минералами возникает нечто, напоминающее биологическую активность. Так в одном месте, на одном участке, в одной поре времени мы видим нечто, что заставляет задуматься, была ли здесь жизнь тогда, когда Марс имел жидкую воду и более благоприятные условия, чтобы существовать, или же мы наблюдаем следы некоего иного процесса. И здесь возникает следующий вопрос. Если все это так и происходит в рамках одного камня, не является ли это, по сути, прямым доказательством того, что Марс в прошлом имел нечто биологическое, что оставило после себя следы, и которые мы можем увидеть только сейчас благодаря новым технологиям? Ведущие ученые считают, что да, возможно, это свидетельство древней биологии, и что именно это делает находку такой значимой. Но ученые также предупреждают, нельзя забывать о том, что существуют и другие объяснения, которые не требуют наличия биологии. Например, высокотемпературные реакции могли привести к формированию сходной минералогии, но тогда химия каменного образца должна была показывать иные следы. Однако при детальном анализе камня химия указывает на то, что он мог быть осадочным, и что условия, которые его формировали, были относительно низкотемпературными. Это снижает вероятность того, что речь идет о процессе, который просто случайно создается высокой температурой. В сочетании с органикой это заставляет задуматься о биогенезисе. Возможно, это именно та редкая комбинация факторов, которая говорит в пользу того, что на Марсе когда-то была жизнь и что ее следы сохранились до наших дней. Почему это считается настоящей сенсацией? Потому что до этого момента мы не видели признаков жизни, существовавшей на Марсе в прошлом, в сочетании с минералами, которые сами по себе ассоциируются с биологической активностью в земной биологии.
Это не просто красивые сигнатуры, которые можно толковать по-разному. Здесь есть саккумулированная совокупность данных. Минералы, органика и контекст залегания, которые вместе указывают на то, что на Марсе когда-то могла быть жизнь, или, по крайней мере, биологически активная среда. Но давайте уточним. Это не означает, что мы подтвердили существование жизни сегодня. Речь идет о прошлом. И это важно для научного аккуратного подхода. Разумеется, многие в научном сообществе будут осторожно подходить к выводам, пока не будет проведено больше проверок, независимых реплик и дополнительных миссий, которые могут взять образцы и вернуть их на Землю для детального анализа. Так что, хотя на данный момент это одна из самых последовательных и убедительных подсказок, мы еще не говорим о финальной победе, потому что в науке доказательства строятся на повторяемости, проверяемости и консенсусе. Здесь нужно отметить и контекст миссии Perseverance и роли марсоходов в этом открытии. Perseverance, чье весомое Сьювей поколение было опущено на поверхность Красной планеты несколько лет назад, продолжает совершать новые находки, и именно его регион исследований стал площадкой для обнаружения этих интересных образцов. Вопрос: почему именно там и почему в этот раз связан с тем, что миссии намечали поиск следов старой жизни в местах, где когда-то была жидкая вода. Это узор, который повторяется и в других миссиях. Мы целенаправленно выбираем участки, где вероятность найти следы жизни выше, и ученые настраивают оборудование так, чтобы обнаружить именно признаки биологической активности. Этот подход подтверждает, что наш поиск не хаотичен, а спланирован и методичен. Мы идем туда, где должны быть следы жизни, и применяем комплексный набор методик – от геохимии до минералогии и биологии. В этом контексте обнаружение минералов, которые на Земле обычно ассоциируются с жизнью, вместе с органическими молекулами в одном и том же месте, может быть ничем иным, как свидетельством того, что на Марсе когда-то существовала биологическая система, способная поддерживать жизнь в условиях, которые когда-то считались возможными, а возможно, даже устойчивыми. Но мы должны быть осторожны в оценке и не забывать об альтернативных объяснениях. Например, не исключено, что минералы и органика могли образоваться в ходе геологических процессов, не связанных с жизнью. В этом контексте ученые выдвигают несколько альтернативных гипотез. Могут быть процессы абиогенного синтеза молекул, которые не требуют жизненного организма, но дают сходные химические сигналы. Возможно, часть минералов была перенесена ветром или водой, создавая локальные сочетания, которые выглядят биогенетически, хотя сами по себе не связаны с жизнью. Судя по всему, эксперты обсуждают и гипотезы, при которых минералы и органика являются следами биогенных процессов, а не просто случайными присутствиями. Эти рассуждения ведут к созданию нового, более сложного набора критериев для распознавания биологически активных сред на Марсе. Не только присутствие органических молекул, но и структурированная геохимия и контура, связанные во времени, которые можно интерпретировать как биологическую динамику. Какие шаги следуют дальше? Во-первых, нужно проверить результаты независимыми наблюдениями и повторяемыми экспериментами. Это включает, помимо самого JWST и текущих орбитальных поверхностных инструментов, Mars Exploration и планирование будущих миссий, которые могли бы взять образцы для детального анализа на Земле или на другом оборудовании в космосе, где можно проводить безопасную, контролируемую диагностику. Во-вторых, ученые рассматривают широкий спектр последствий. Если действительно была древняя жизнь, то это влечет за собой пересмотр ряда моделей об эволюции жизни во Вселенной и о распространении жизни в Солнечной системе.
В-третьих, открывается вопрос о потенциале горизонта для исследований в астробиологии. Как наши методы обнаружения биосигнатур могут быть адаптированы к марсианским условиям, как мы можем отличать биологическую подпись от геохимических иллюзий и какие новые приборы и методики понадобятся, чтобы сделать шаг вперед. Если говорить об этических и философских последствиях, причина для обсуждений становится еще шире. Обнаружение подтверждающих биологических следов на Марсе может радикально изменить наш взгляд на место человечества во Вселенной и вызвать волну вопросов о правах любых форм жизни, о границах взаимодействия с внеземной биологией и о надежности наших протоколов охраны космических объектов от биологического заражения и взаимного контаминирования планет. В науке все это требует международного сотрудничества, согласования политических и юридических рамок и разработки единых стандартов этики исследований внеземной жизни. Это сложный многослойный процесс, который затрагивает не только научное сообщество, но и общество в целом – образование, медиа, культура и философские традиции. Мы находимся на пороге эпохи, когда наука не только объясняет мир, но и задает новые вопросы о правах, ответственности и будущем нашей цивилизации в космосе. Кроме того, стоит рассмотреть технологическую сторону открытия. JAVST продемонстрировал, как продвинутые инфракрасные инструменты могут вскрыть скрытые слои планетарных объектов, от детекции тепловых импульсов до спектроскопических карт молекулярного состава. Это требует тяжелую технику и калиброванные методы обработки данных, чтобы различать истинные сигналы от шума и артефактов, а также для сравнительного анализа с аналогами на Земле и в других телах Солнечной системы. В будущем возможно создание новых миссий с биологическими анализаторами на борту, с более продвинутыми системами образцов и с дополнительными модулями, которые позволят проводить ассоциативные тесты прямо на месте или в близкой орбите. Эти шаги потребуют финансирования, международной кооперации и долгосрочного подхода к развитию космических технологий и астрофизических исследований биологических следов на планетах и спутниках. И, наконец, эта история напоминает о человеческой природе, о нашем бесконечном любопытстве, стремлении понять, как возникла жизнь во Вселенной и существует ли она за пределами Земли. Это вызывает не только научное, но и культурное и образовательное резонансное движение. Школы и университеты переосмысливают программы, чтобы охватить новые вопросы биологии во Вселенной, этические дилеммы и возможности космических миссий, а общество в целом вынуждено адаптироваться к новым парадигмам и сюжетам, которые меняют привычное восприятие реальности. Мы понимаем, что наука и наука – это не только сбор фактов, но и процесс формирования смыслов и ценностей, и в этом смысле каждое новое открытие превращается в часть общего пути человечества к более глубокому пониманию себя и своей роли во Вселенной. Так что, хотя мы еще не говорим о финальном доказательстве древней марсианской жизни и о том, что она отличается от земной биологии по всем параметрам, мы находимся в очень интересном моменте истории, моменте, когда холодные факты и горячие вопросы объединяются, чтобы направлять человечество к новым высотам познания. И поэтому мы продолжаем наблюдать, анализировать и обсуждать, доверяя данным, но оставаясь открытыми к неожиданностям космоса, ведь именно они толкают науку вперед и дают нам шанс увидеть мир в совершенно другом свете.